Добрый день! Это мое первое видео на тему создания круговых прогресс-баров. И в этом уроке мы с вами разберем, как создать прогресс-бары, которые вы видите у себя на экране. Создаем новый проект. Создаем рабочую папку. Создаем папку Materials. И создаем мастер материал под названием Cycle Progress Bar. В Material Domain выбираем User Interface, а в Blend Mode выбираем Translucent. Создаем параметр Base Color. Пусть будет зеленым. Сначала мы создадим блок, отвечающий за кольцо. Для этого нам понадобится функция Radial Gradient Exponential. Создаем параметр External Radius. Значение устанавливаем 0,5. Также создаем параметр External Density. И значение выставляем 50. Давайте вызовем узел Subtract, чтобы посмотреть, что у нас получилось. Как видите, сейчас у нас вышел круг. Копируем данные узлы. И создаем переменные Internal Radius и Internal Density. Density мы поставим равно 100, а радиус внутренний у нас будет меньше, чем внешний. Вычитаем из одного выражения другое и получаем вот такое вот кольцо. Назовем данный блок Cycle. Давайте подадим его на вход Opacity. Уже что-то. Следующий блок, который нам понадобится, это блок, отвечающий за ту часть кольца, которую нужно закрашивать. Для этого мы используем узел Vector to Radial Value. Применяем к нему узел if и создаем параметр под названием Percent. По аналогии с линейным прогресс-баром, встроенным в Unreal. В случае, если у нас А больше Б, мы устанавливаем значение 0, а если А меньше или равняется Б, то значение равно единице. Давайте посмотрим, что у нас тут получается. Пока ничего, но это из-за того, что percent равен 0. Как видите, у нас получился светлый сектор.
А отчитываться он начинает от горизонтальной линии. Нам бы хотелось, чтобы начало отсчета было вертикальной линией, и у нас была бы возможность поменять начало отсчета. Для этого называем узел текстур координат, вычитаем из него 0,5 и используем узел Custom Rotator. 0,5 мы вычитаем для того, чтобы вращение происходило относительно центра. Rotation Center устанавливаем 0. А здесь добавляем параметр под названием Start Angle. Так, давайте попробуем сделать минус 0,25. Не то. 0,25. Ага. 0,25. Смотрите, хочется, чтобы start angle равный нулю как раз соответствовал этому значению. Поэтому используем узел subtract, где из 0,25 вычитаем start angle. Так, давайте проверим. Start angle 0. Отсчет от вертикали. 0,25. Повернулись на четверть круга. 0,5. Повернулись на полкруга. Да, все работает. Этот узел назовем angle. Точнее блок. Давайте перемножим его с base color. И посмотрим, что у нас получается. В принципе, для того, чтобы было удобнее смотреть, давайте создадим Material Instance. Так. А где параметр percent? Не вижу. Появился. Так, шкала заполняется. Start angle. Можем регулировать начало отсчета. Все работает. Двигаемся дальше. Следующий блок, который мы сделаем, будет отвечать за разделение нашего кольца на части. Большая часть этого блока у нас уже готова. Осталось внести некоторые изменения. Домножаем на параметр под названием number of holes. Хотя, наверное, лучше все-таки sections. Значение у нас будет единица для начала. Давайте посмотрим, как это выглядит. И называем функцию синус. Как видите, у нас половина области темная, половина светлая. На самом деле значение меняется от минус 1 до единицы. Если мы увеличим значение number of sections, то количество областей тоже будет увеличиваться. Здесь у нас будет параметр hole width.
отвечающий за ширину прогалов. Смотрите, если мы ставим 0, то у нас светлые и темные области занимают одинаковое пространство. Если, например, ставим минус 0,9, то у нас почти вся область черная. Если же поставим минус 1, то вся область будет черная. Если 1, то вся область будет светлая. Так, там у нас были светлые полосы. Это мы сейчас поправим. Так, теперь, поскольку мы поменяли местами, то 0 это опять же поровну. А скажем минус 0,9. Это почти вся область светлая. Для того, чтобы параметр whole-width, меняясь от 0 до единицы, позволял нам делать всю область либо светлой, либо темной, умножаем на 2 и вычитаем единицу. Теперь значению 0 соответствует полностью светлая область. Начинаем увеличивать. Увеличивается темная область. Значение единиц соответствует полностью темной области. Поставим какое-нибудь небольшое значение. И давайте перемножим этот наш блок с вот этим. Здесь не очень хорошо видно, но значение percent, видимо, стоит маленькое. Действительно небольшое. Но лучше и удобнее посмотреть в Material Instance. Как видите, сразу появляется еще одна проблема. Несимметричное расположение относительно начала. Давайте посмотрим, как у нас выглядит эта область. Значение меняется от 0 до единицы. Синус имеет минимум в данной области. Конечно, если у нас number of section равняется единице. Так, давайте посмотрим на синус. Не очень удобно. Добавим единичку и поделим на 2, чтобы не было засвеченных областей. Итак, теперь мы видим, что минимум у синуса находится вот здесь. То есть начало у нас области здесь, а темная полоса оказывается смещенной на четверть круга назад. Если же мы увеличим number of section, скажем, на 2, то теперь темная полоса смещена на 1/8 круга, да, на 45 градусов. Поэтому для того, чтобы у нас всегда первая темная полоса располагалась в начале, мы должны добавить rotation угол, значение минус 0,25, чтобы повернуть на четверть круга по часовой стрелке. Работает. Но, как мы с вами помним, если увеличивать количество секций, то смещать уже надо на меньший угол. Поэтому добавляем сюда узел деления, задаем здесь минус 0,25 и делим на количество секций. Все, опять работает. Давайте проверим. 1, 2, 3, 4.
Еще хотелось бы иметь возможность настраивать положение темных зон. Для этого добавим параметр Start Whole Angle. Но просто так сделать нельзя, поскольку у нас пропало минус 0.25. Поэтому добавляем узел Subtract. Добавляем сюда 0.25. И вот теперь уже можем посмотреть, что у нас получается. Давайте сохраним результаты, чтобы они принялись к Material Instant. Отключим просмотр. И перейдем в Material Instance. Так. Все регулируется. Количество зон меняется. А темная зона по-прежнему остается в начале. Но мы можем ее перемещать с помощью Start Whole Angle. Например, значению 0.5 будет соответствовать вот такое вот симметричное расположение. То есть теперь у нас первый бар разбит на две части начала. Также мы можем задавать положение начала нашей области. И темная зона всегда будет двигаться вместе с ним. Как видите, все работает. Поэтому удаляем лишние узлы. И движемся дальше. Сейчас бы мне хотелось добавить возможность переключать направление. Давайте percent установим на какое-нибудь значение поменьше единицы. Потому что сейчас у нас область заполняется по часовой стрелке. А иногда нужно, чтобы было против. Создаем static switch параметр. Называем его change direction. И соответственно, если не нужно менять, то все остается как было. Если же нужно менять, используем узел one-. Сохраняем. Смотрим, что получается. Сейчас по часовой. А сейчас против. Давайте поместим Change Direction в категорию Change Direction одноименную. После у нас там появится еще одна переменная. Так. Следующий элемент, который хотелось бы добавить, это возможность сделать дискретным заполнение нашей области. Для этого берем выход с Change Direction, умножаем на Number of Sections, применяем узел Sale. И делим, опять же, на Number of Section. Как видите, у нас сейчас Number of Section равняется 4, и область разбилась на 4 части. Собственно, поставим 7, будет 7 частей.
По аналогии делаем узел if, добавляем вот сюда, сравниваем с percent. И добавляем возможность переключить режим. Назовем этот switch параметр use step. Соответственно, если true, то используем этот блок, если false, то используем вот этот блок и уже подаем на умножение. Давайте назовем этот блок step и поместим его внутрь блока angle. Так, можно немножко покомпактнее. Проверяем, что у нас получилось. Сейчас заполнение непрерывное. Ставим галочку Use Step. Теперь заполняется только целыми блоками. Давайте поместим Use Step в категорию Base. Так. Дальше. Хотелось бы добавить возможность настраивать background. Как видите, сейчас у нас там ничего не отображается. Первый, самый простой вариант, это в качестве фона использовать цвет базовый, только заметно тусклее. Давайте так и сделаем для начала. Создадим переменную background power. Поместим ее в категорию background. Приоритет сделаем единичку. Так. Умножаем базовый цвет на BG Power. Пусть будет пока темным. Давайте посмотрим, что у нас получается. И прибавляем к базовому цвету. Давайте сохраним. Как видите, у нас появился задний фон. Можем поменять силу, чтобы было лучше видно. Но вполне логично было бы иметь возможность настраивать задний фон отдельно. Добавим и такую возможность. Создаем переменную background color. Пусть будет белым. Так. И добавляем переключатель
Set background. Если false, то используем вот это выражение. Если true, то используем вот это. Давайте посмотрим, что получается. Отключаем просмотр. Так, пока все как прежде. А теперь давайте установим setBackground параметр. Как видите, у нас все кольцо стало белым и ничего вообще не меняется. На самом деле, если мы сделаем background чуть потускнее, то можно будет заметить, как заполняется наша область. Но проблема сейчас в том, что данные цвета складываются, и мы получаем совсем не тот цвет, который ожидали. Для того, чтобы и избежать такой проблемы, мы используем узел 1 минус. То есть сейчас у нас получилось вот такое вот выражение. Здесь показана зона, которая должна быть занята базовым цветом. Соответственно, мы умножаем BGColor на это выражение. Давайте посмотрим, что получилось. То есть вот теперь, как вы видите, в той зоне, где находится базовый цвет, у нас ничего нету, и мы при сложении, вот в данном узле, никак влиять на получившийся результат не будем. Так. Видите, сейчас у нас зеленый цвет именно такой, как мы и задали изначально. Давайте все-таки фон сделаем потемнее. По-хорошему, такое же умножение нужно сделать и для вот этого выражения. Поэтому, наверное, проще будет перенести данный узел вот сюда. Так. Осталось только проверить, что все получается правильно. Так. Да, все работает. Давайте вот этот вот узел, или эти узлы, поместим в отдельный блок и назовем его BG Background Color. Еще хотелось бы иметь возможность использовать не равномерный цвет, а, например, градиент. Для этого добавим переключатель Use Gradient.
Давайте немножко тут все передвинем. Соответственно, если false, то на вход сюда подается обычный базовый цвет. А если используем градиент, то в таком случае на вход подается произведение. Так. Базового цвета. И вот этого вот узла. Давайте посмотрим, что у нас здесь получается. А итоговый результат. Ну что ж, действительно, у нас цвет теперь меняется в зависимости от угла. Давайте, наверное, наведем некоторый порядок здесь. Use gradient color. Поместим в категорию цвет. Также туда поместим base color с приоритетом 2. Set background помещаем в категорию background с приоритетом 0. Так, use step уже в базовый. Change direction тоже имеет свою категорию. Давайте посмотрим, что у нас получается. Background. Background. Ага, background color нужно поместить в категорию background. И приоритет поставим единичку. Базовый использовать дискретный шаг. Количество секций %. Change direction. Color. Да, в принципе, все более-менее логично. Теперь двигаемся дальше. Используем градиент, это хорошо, но хочется еще иметь возможность поменять направление этого градиента. Добавляем переключатель Change Gradient Direction. Соответственно, если направление прямое, то берем сразу отсюда значение. Если же обратное, то отсюда. Давайте сделаем небольшие перемещения. Так, сейчас это сюда. Здесь, наверное, подвинем. Ну ладно, пусть остается так. Так. Смотрим, как у нас
Не забываем сохраняться, конечно. И смотрим, работает ли наше переключение. Так. Да, работает. Переменную Change Gradient Direction мы помещаем в раздел Change Direction. Приоритетом 1. И последнее, наверное, что мне бы хотелось добавить, это возможность использовать градиент от одного цвета к другому. Поэтому создаем параметр additional color, пусть будет красным пока. Добавляем узел 1 минус. Да, то есть теперь у нас выражение будет вот такое. Тут 0, а здесь максимум. То есть вначале у нас будет область красная, а потом перейдет в конце к зеленой. Так, перемножаем. И складываем вот с этим выражением. И теперь создаем переменную mixColor, переключатель mixColor. И соединяем его с переключателем useGradientColor. Давайте посмотрим, что получается. Так, set background, use step, change direction. mixColor надо будет тоже поместить в категорию color. Ну что же, как видите, цвет меняется от зеленого до красного. Давайте сделаем здесь, например, желтый. Теперь от красного к желтому. Изменим направление. Все работает. И так, переменную mixColor помещаем в категорию color. Приоритет у нее будет единичка. Additional color. Приоритет будет троечка. Сохраняем. Смотрим, что получилось. Настройка заднего фона. Базовые настройки. Изменение ориентации. Регулировка цвета. То есть, если мы берем Use Gradient Color, да, то, собственно, Mix Color спрячется. И остальные параметры, которые позволяют регулировать настройки области. Давайте немного упорядочим получившийся результат. То есть вот это вот блок, отвечающий за Mix Color. Так, чуть-чуть отодвинем. Весь этот блок мы можем называть Color. А вот этот блок Base Color.
Так. Ну, вроде бы получилось. Разве что вот это выражение по логике надо вынести за скобки. На этом с материалом мы закончили, и давайте перейдем к созданию самого простого прогресс-бара. Посмотрим, как это можно сделать. Создаем папочку для виджетов. Делаем два виджета, main и cycle progress bar. Так, заходим сюда, удаляем, вставляем image. Причем мы делаем самый простой виджет. Скорее для примера. Некоторые вещи надо бы делать немного по-другому. Но в принципе это тоже будет работать. Переименуем image. Переходим в папочку Materials. Берем Material Instance. Применяем. Выбираем Desired on Screen. Давайте так зададим какой-нибудь размер для начала. Пусть будет 300 на 300. Переходим в main. Добавляем сюда grid panel. И ищем Cycle Progress Bar. Давайте добавим еще несколько. Поставим галочку Size to Content. Переименуем Grid Panel. Сразу сделаем ее переменной. Дальше нам это пригодится. И, наверное, нужно задать какой-то пэддинг. Ну, давайте хотя бы десяточку сделаем. Может быть и двадцаточку. Пэддинг нужно было задавать вот здесь. Нас вполне устроит такие отступы. Добавляем переменную %. Делаем ее редактируемой. Также добавляем переменную Material Instance типа Material Instance. Также делаем ее редактируемой. Создаем Dynamic Material Instance.
Давайте по умолчанию у нас здесь будет Cycle Progress Bar. Так, создаем переменную Dynamic Material Instance. И устанавливаем параметр percent равным значению нашей переменной. Также надо не забыть применить данный материал к нашему имейджу. Выбираем функцию setBrushFromMaterial. Так, давайте посмотрим, что получилось. В принципе, мы уже, наверное, можем регулировать, да. Для того, чтобы выглядело чуть поинтереснее, значение по умолчанию нужно поставить какое-нибудь отличное от нуля. Теперь у нас более любопытная картинка. Дальше нам нужно добавить наш виджет main, ну, например, к нашему персонажу. Давайте вызовем event beginPlay, создадим виджет, создадим переменную. Добавим ее в viewport. Получим нашу grid panel. И все находящиеся в ней прогресс-бары get children запишем в отдельный массив. Теперь создаем массив, называем его bars. И добавляем туда новые элементы. И сейчас устанавливаем значение percent. Так. Для этого вызываем функцию getTime. Давайте поделим ее, например, на 5. Применим синус. Возьмем apps. И умножим на 1,02, чтобы у нас какое-то время прогресс-бары были полностью заполнены. Мы еще с вами забыли добавить вот эту штуку вот сюда. В принципе, это, наверное, не совсем правильно, но сейчас для примера нас вполне устроит. Так, давайте запустим и посмотрим, что получается. Хорошо.
Теперь я вас на какое-то время покину. Добавлю сюда еще несколько прогресс-баров. Сделаю настройки для каждой из них, а после уже покажу, какие настройки получились. Смотрите, сейчас обратил внимание, что когда мы используем Gradient Color, у нас фон все равно остается только от базового цвета. Мне это не очень нравится. Давайте внесем изменения в базовый материал. Это значит, что вот сюда должен идти материал с этого выхода. Давайте сейчас посмотрим, что у нас в итоге получается. Ну вот, теперь совсем другое дело. Материал ведет себя так, как и положено. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Вот 9 кольцевых баров. Так они выглядят. Во время игры. Можем перейти на новый уровень и запустить здесь, чтобы посмотреть, как они выглядят на темном фоне. Давайте посмотрим настройки каждого материала. Первый материал. Второй материал. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой материал. Седьмой. Восьмой. И девятый. Также можем посмотреть, как это все у нас выглядит в мейне. Как видите, для каждого виджета Cycle Progress Bar установлен свой Material Instance. А на сегодня это все. Ставьте лайк, если видео вам понравилось. Подписывайтесь на канал. До встречи в следующем видео.